Добрый день! Сегодня я хочу поговорить о наборе петель спицами. В этом видео я не буду рассматривать какие-то конкретные способы, а просто хочу поделиться своими мыслями о том, как сделать эту операцию более приятной и простой. Совет первый. Я рекомендую набирать петли на прямые спицы, обычные прямые спицы. Когда вы набираете петли на круговые спицы, у вас набранные петли лежат ровно до тех пор, пока они не начинают переходить на леску. Когда они начинают попадать на леску, они закручиваются, и когда вы вяжете первый ряд, очень часто сложно их раскрутить правильно. Плюс при наборе на круговые спицы в месте стыка всегда возникает вот такой затык. А все потому, что когда вы набираете петли, они плотно лежат на спице. И какие бы хорошие у вас ни были спицы, вот здесь всегда очень сложно их протолкнуть. Есть еще одна проблема. При наборе итальянским способом петли закручиваются так, что в некоторых случаях вам приходится их просто распускать, потому что раскрутить их невозможно. Вот смотрите, здесь петли лежат хорошо, вот они попали на леску. И мне теперь очень сложно пораскручивать их обратно. Когда вы набираете петли на прямые спицы, то этих недостатков просто нет. Во-первых, при наборе вы всегда можете сразу контролировать, правильно ли лежат петли. Вот вы набрали, они начали закручиваться, вы их сразу поправили. И петли по спице ходят очень легко и хорошо. А, Для такого набора вы можете использовать любые прямые спицы. Для этого не нужно покупать какие-то дорогие или модные. Вы можете взять какие-то свои старые спицы или купить просто самые дешевые простые спицы, которые вы будете использовать только для набора. Но это, конечно, в том случае, если вы не собираетесь на них вязать. Когда вы вяжете первый ряд, вы просто берете ту спицу, которой вы собираетесь вязать. Это может быть круговая, чулочная спица, и дальше вяжете первый ряд уже необходимой спицей. Совет второй. Берите спицу для набора всегда на один номер больше, чем та спица, которой вы собираетесь вязать свои изделия. Раньше в книгах по вязанию всегда рекомендовали взять две спицы, сложить их вместе и дальше набирать петли. Но я считаю, что это не очень удобно. Во-первых, неудобно держать спицы, потому что они могут ездить. Во-вторых, вот такая ширина, она избыточна. Край получается слишком растянутый. И третье, когда вы наберете большое количество петель, вам очень сложно будет вытащить вот эту спицу. Поэтому мы поступаем проще. Мы просто берем спицу на один размер больше. То есть, если вы собираетесь вязать ваше изделие спицами номер 3, возьмите для набора спицу номер 4. Этого будет достаточно, чтобы ваш край не стягивался, и плюс вам будет намного проще вязать первый ряд. Совет следующий. Всегда существует проблема, сколько нити нужно отмерить для набора. У меня есть такой простой совет. Вы оставляете небольшой кончик нити
буквально 2-3 сантиметра, и начинаете накручивать пряжу на спицу. Мы сделаем 10 оборотов вокруг спицы. Лишний сделала 10. Вот. Причем не натягивайте сильно пряжу. Пусть она свободно ходит. Отмечаете здесь место. И что вы делаете дальше? Берете нить, складываете пополам и отмеряете еще 10 петель. То есть вот это у нас 10, сложили пополам, 20, сложили пополам, 30, 40, 50 и так далее. То есть вы отмеряете то количество петель, которое вам необходимо. Например, я хотела 50 петель. Вот я здесь зажимаю край и дальше начинаю набор. В том случае, если у вас какой-то особенный набор, который вы никогда не делали, и вы не уверены, что этого количества вам хватит, можно использовать такой же способ, только немного его усовершенствовать. Вы опять же оставляете небольшой кончик и наматываете, и делаете 10 оборотов вокруг спицы. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Повторяю, обороты должны быть, нить свободно должна ходить по спице. Зажимаете и начинаете отсюда набор. Пробуйте набрать 10 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот смотрите, я набрала 10 петель, и у меня остался вот этот маленький кончик. То есть вам этого количества точно хватит. Можете поступать таким способом. Причем кончик этот будет становиться все длиннее, в зависимости от количества петель. Вы можете оставлять его поменьше. И тогда у вас всегда хватит нити для набора, и плюс вот этот кончик не будет слишком длинным. Следующий совет. Есть такая проблема, когда вы набираете очень много петель, вам приходится много раз их пересчитывать. Как с этим поступать? Есть тоже очень простой совет. Смотрите, мы набираем 10 петель на спице. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И берем маркер и отмечаем эти 10 петель. Продолжаем набирать дальше. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вместо маркера вы можете использовать, например, обычные такие вот резиночки, если у вас количество недостаточно. И набираете дальше. В случае, если вас кто-то отвлек, вам нужно будет пересчитать вот только это количество. Вам не нужно будет возвращаться к началу. Особенно этот совет полезен, когда вы набираете большое количество петель. Например, вам нужно набрать 200. Причем вам не обязательно отмечать петли через каждые 10. Вы можете отмечать через 20, например, если не хотите так часто ставить маркер. И затем, когда вы уже набрали необходимое количество, вам тоже будет очень просто считать 10, 20, 30, 40 и так далее. Следующий совет, последний совет, касается провязывания первого ряда. Вот посмотрите на этот образец. Очень часто, когда вы провязываете первый ряд, вот эта последняя петля получается такой слишком вытянутой. Давайте я покажу, как можно минимизировать этот недостаток.
Набираем на спицы классическим способом несколько петель и провязываем первый ряд. Чаще всего первый ряд провязывается изнаночными петлями в случае лицевой глади. Вы можете провязывать тем способом, который вам нужен, или тем узором, это не важно. Когда вы вяжете, обратите внимание, вот вы вяжете, и здесь получается довольно длинная протяжка. Вот видите? И чем дальше вы вяжете, тем она удлиняется все больше. Когда вы дойдете до последней петли и провяжете, вот здесь эта петля и оказывается слишком длинной. Что нам нужно сделать, чтобы это исправить? Мы должны поменять местами две последние петли. Вы придерживаете пальцем две петли, сразу надеваете на спицу эту петлю, а затем переворачиваете и надеваете эту. Делаете ее не перевернутой. Дальше нужно просто провязать эти две петли. Я провяжу несколько рядов, чтобы показать, какой результат мы получили. Провязываем один ряд и, возможно, может еще один провяжем. Сейчас мы сравним результат, который мы получили, с тем, что у нас получился в случае, если мы не меняли петли. Вот я вам сразу покажу. Видите? Вот это уже петля от второго ряда. Но здесь у вас получился очень аккуратный край за счет того, что мы просто поменяли эти две петли местами. А теперь посмотрите, вот какая вытянутая была петля в первом случае. Это все советы на сегодня. Вяжите с удовольствием. До свидания.